Все началось с появления дома компьютера советского БК-0010-01 и программы «Клавесин». Эта программа позволяла 3 голоса записывать. Звучало это, конечно, чудовищно все, но это было начало. Потом появился синклер. И, кстати, на синклере, по-моему, у меня не было этого вожделенного AY-чипа, который, собственно, обеспечивал более-менее приличный синтез. Вот это как-то через PC-спикер какой-то там делалось тоже. И, в общем, звук тоже был довольно чудовищный. Потом появился PC. Это уже где-то, наверное, к году, я думаю, 90-му, может быть, да? 89-90, так примерно. Появился PC, 286-я машина. И трекер, скрим-трекер версии 2, там что-то такое, не помню. Ну и, собственно говоря, вот с этого момента я уже начал прям именно писать музыку, которые, не просто были какие-то там мелодические улюлюканья. Компания Kin Association появилась сравнительно недавно, если рассматривать весь путь музыкальный, да, вот там с самого начала. Ей сколько лет? 6, наверное, получается, да, где-то? 2015? Да, где-то лет 6 примерно. Просто мне захотелось сделать что-то в формате той системы, с которой я в тот данный момент работал и работаю до сих пор. Это касается буклы, то, что называют Electric Music Box, да, система 200E. Вот. Изначально, когда, честно говоря, все это начиналось, я даже не думал, что у меня получится... Точнее, не то, что не думал, я вообще не мечтал о том, что я когда-нибудь что-нибудь смогу сделать в формате E-системы. Это скорее было просто желание заполнить какие-то пробелы, как мне казалось, в арсенале модулей, существовавших на тот момент, да и по сей день существующих в букле. И поэтому сначала была создана клавиатурный такой сенсорный контроллер. До сих пор люди им пользуются, и я просто настолько тоже его люблю, этот первый продукт Kin Association, что я даже решил сделать вот буквально год назад, принял такое решение, руководящее, я бы сказал, сделать хардвер-апгрейд, то есть чтобы люди могли интегрировать ее уже в E-систему, чтобы она была с пресетами, там все запоминала и так далее. С этого, собственно говоря, с этой клавиатуры все пошло, а потом уже у нас собралась такая прям команда, которая по сей день существует, и тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, все с ней очень хорошо, с командой. Ну и мы уже делаем модули, которые вот даже здесь представлены. Потом был осциллятор, называется Graphic Waveform Generator. Потом был сделан транзивент-генератор, это что-то типа такого очень навороченного генератора функций и пульсов. Потом был сделан модуль с звучным французским названием Jardin des Sons Concrets. Вот, это такой реверанс в сторону конкретной музыки. Последний модуль, который мы сделали, называется Logger и Proxy Interface. По сути своей, это очень-очень навороченный CV-рекордер на 15 каналов. И он же является еще и в будущем будет являться интерфейсом для наших MIDI экспандеров под буклу. И еще третья его ипостась – это возможность подключения к нашему будущему компьютеру, который мы вот сейчас разрабатываем, свой собственный. И тогда этот модуль станет, скажем так, визуализация того, что в него записано, станет возможно на небольшом экране нашего компа в виде треков, в виде кривых, которые можно при помощи кривых Безье будет как-то там кривить и так далее. В общем, что-то делать, вмешиваться как-то в процесс. Вот. Это такой модуль, на самом деле, очень такой многослойный. То есть, например, при помощи нашей вот такой платочки, которая называется Wormhole, если ее подключить сюда, то можно будет из компьютера передавать OSC по Wi-Fi. Вот. А, например, сигналы, которые входят в этот вот логер, можно будет по OSC отдавать в компьютер. Таким образом, оттуда и название Wormhole, да, это кротовая или какая-то червоточина, да. Вот, в астрофизике есть такое понятие. То есть нечто, соединяющее миры, вот так вот будем говорить, да, измерения. Поэтому, я отношу компьютер совершенно к другому измерению, и которое оно слабо интегрируется в буклу. Это, кстати, на самом деле очень хорошо. Но мне кажется, что вот такой вариант интеграции мог бы быть очень полезен пользователю. Например, кто-то любит Max MSP, PD, я не знаю, там, Super Collider, я не знаю, Touch Designer и масса всяких графических прог, которые ничего не требуют, а человека просто умение работать мышкой и проводами, соединять модули, да? Вот в таком случае OSC, который эти системы способны посылать и принимать, может быть отправлено или принято при помощи вот нашего устройства. Концептуально изначально было заложено направление никогда ничего не клонировать. И более того, все, что делается,
было сделано с намерением стараться не пересекаться с текущими, существующими у Буклы уже какими-то системами, да, там, модулями. Поэтому, ну, как я надеюсь, по крайней мере, наши модули, они все-таки они являются неким продолжением. Возможно, местами каким-то небольшим ответвлением, да, в сторону, но, по крайней мере, среди наших модулей вы никогда не найдете что-то типа low-pass фильтра, например, да, из Муга, взятого, засунутого просто под 4-юнитовую панель. Такого нет. У нас все наши модули, они абсолютно, ну, оригинальные, они строятся на каком-то альтернативном подходе, возможно, к чему-то, но при этом стараются не выпадать из вот этой парадигмы West Coast. Да, ну, в первую очередь, это касается самой модели синтеза, подхода к синтезу. Просто здесь такой еще момент. Обычно люди, рассматривая синтезатор, рассматривают его с точки зрения звука. У Буклы немножко изначально было не так заложено, потому что это не синтезатор, синтезирующий звук, это синтезатор, синтезирующий состояние звука. То есть изначально это, потому он так не любил слово «синтезатор», инструменты называл электронная музыкальная шкатулка, electric music box. Вот. Что такое music box, все знают, правильно? Запускаем, оно играет. А тут можно интерактивно влиять на процесс игры. Но играет инструмент. Человек управляет инструментом. Это первое. А второе, почему еще Букла не только про звук и не столько про звук, потому что Букла это больше про пространство, чем про звук. Изначально система, которая делалась, она задумывалась как многоканальная система вывода звука, а не то, что вы сидите там в наушниках, и максимум, что у вас есть, это стереобаза, да, там влево-право подать звук. Можно услышать самый совершенно банальный какой-нибудь там тон из динамика, и это будет банальный тон. А если этот тон вдруг начинает летать вокруг вас в квадрофоническом пространстве, то он уже перестает быть банальным тоном. Он становится уже каким-то объектом интерьера звукового, вот, или композиции звуковой. Поэтому вот Букла, как мне кажется, ну, наверное, не только мне, это все-таки вот больше про эти две вещи. Это смена состояний звуковых, и это звук в пространстве, нежели что-то другое. Построение звука в Букле, она вообще в корне отличается от того, что... Потому есть таких два понятия, да, West Coast и East Coast. Вот. Звуковая формула East Coast описывается, в принципе, очень простым сочетанием ВЦО, ВЦФ, ВЦА, да, то есть управляемый осциллятор в управляемый фильтр направляется, и выход из фильтра направляется в управляемый усилитель, то есть ВЦА. То есть что это означает? Если мы имеем какой-нибудь очень простой сигнал с минимальным количеством гармоник, например, там, треугольный или синусоидальный, смысл фильтра теряется вообще напрочь, потому что нечего фильтровать, и так звук отфильтрованный уже изначально. Вот. Ну, ВЦА всегда имеет смысл, да, потому что мы можем управлять громкостью, соответственно, задавать какой-то динамический контур звуку. В букловском подходе было совершенно иначе. Там всегда осциллятор имеет очень простую форму волны, изначально в ядре своем, да, это всегда triangle core, то есть какое-то треугольное ядро, потом при помощи там, двух диодов из этого делается синус, а дальше начинается самая интересная магия. При помощи специальных шейперов, ну, они уже даже в виде научных работ и диссертаций, этот букловский шейпер, я уже встречал в интернете описание его. Из этого синуса делается очень сложная, хитрая и динамически изменяющаяся форма волны. То есть фактически это антифильтр. Фильтр берет что-то очень гармонически насыщенное, а потом отсекает какие-то частоты, возможно, с какими-то выплесками в виде резонансного вот этого самого, да, гребня. Вот. А тут совершенно все наоборот. Мы берем очень простую форму волны и дальше коверкаем ее определенным образом, динамически влияя на параметры, и таким образом на классическом букловском осцилляторе можно очень легко получить звучание резонансного фильтра без всякого фильтра, просто управляя параметрами шейпера. Вот, и мне этот подход как-то... Это не аддитивный синтез, вот в чем дело. Еще многие говорят, ну, это субтрактивный синтез, да, там отсекать фильтром, а это аддитивное. Аддитивный синтез – это когда мы из синусоидальных гармоник складываем звук. А тут же мы не работаем с синусоидальными гармониками, у нас один синус, а дальше мы просто его ломаем, этот синус, кривим этот синус. И вот эти вот искривления синуса дальше мы уже пропускаем, допустим, через low-pass gate. Это такое странное сочетание фильтра и усилителя в одном, скажем так, да, в одном каскаде. И отсюда мы получаем вот то самое букловское звучание. За изменение питча, случайную выборку изменения питча, отвечает модуль, который называется Source of Uncertainty. Что-то типа источника неопределенности. Соответственно, кроме этого, мы можем сделать очень интересную штуку. Поскольку осциллятор наш, он позволяет рисовать форму волны
что, кстати, сразу сказывается на звуке. Слышите, звук стал более острым. В нем появилось больше гармоник. Если я сейчас открою гейт, мы услышим непрерывный дрон с изменяющимся питчем. И вот на этом дроне очень хорошо будет слышно изменение тембра. Видите? Это очень бедная форма волны получается, ну такая близкая к треугольнику. А если сделать вот так, вот. А еще можно сделать так, чтобы эту форму волны рисовало бы что-то внешнее, не я рукой, да, вот как я сейчас делаю. Для этого мы подадим специальный сигнал из источника неопределенности во вход рисования. Смотрите. Таким образом, у нас получается осциллятор с непрерывно изменяющейся фазой, что в принципе делает его звучание не скучным. Если я сейчас отключу изменение питча, допустим, смотрите. Обратите внимание, мы имеем дрон, который все время меняется. На мой взгляд, это очень красиво. А на тембр этого дрона мы можем влиять при помощи частоты изменения вот этих вот неопределенностей и всплесков. Вот. Таким образом, нам фактически здесь и фильтр не нужен, потому что вот бедный звук, вот богатый звук. Причем я могу влиять раз на два параметра, на скорость записи и на скорость изменения сигнала входного. Сейчас мы слышим один из 4 осцилляторов. Попробуем вернуть управление. Вот. Ну, что касается Silicon Cello, он же недоделан. Он, собственно говоря, существовал в единственном экземпляре, и в том числе внутри, кроме модулей, внутри этого ящичка, был еще брэдборд просто вставлен с натыканными туда проводами. То есть это был такой, скорее, concept-proof, нежели какой-то законченный инструмент. Хотя это очень интересно, и Букла готовил к выходу такой модуль Silicon Cello, который должен был, собственно говоря, заменить вот эту вот всю лабуду на проводочках, да, и сопли вот эти вот торчащие. Но так оно и не вышло, и существует только панель. Она есть даже в интернете, можно найти. Да, кстати, Silicon Cello был сделан для Ами Радунской. Это очень хорошая виолончелистка, такая авангардная, тоже из тех краев, из Беркли откуда-то. В общем, что касается наших дел, ну, я могу сказать так, что если какой-нибудь музыкант предложит идею какого-нибудь инструмента, это было бы очень интересно. Но пока что никто ничего подобного не предлагал. Ну или предлагали, я не знаю, ну какую-то совершеннейшую ерунду, которая проще, там, вот иди, чувак, на Еврореке это собери просто и все, и будь счастлив. Такого не было, потому что та история с Silicon Cello, это не то, что Букла ей впихивал инструмент, это она пришла с идеей, а вот можно ли так сделать, да, вот эта интересная идея. Букле она, видимо, очень понравилась, и там через пару месяцев он сварганил ей вот то, что мы сейчас видим. Кроме писюков у меня никогда ничего не ломалось. Вот так вот. Хотя у меня и маки были, и, повторяю, Atari всякие разные, и Амиги, и еще другие какие-то Амстрады и так далее. Ни один из компьютеров того поколения у меня никогда не ломался. И до сих пор то, что у меня есть, тьфу-тьфу-тьфу, оно не ломается. Дело в том, что тогда немножко другой подход был. Тогда люди, изготовлявшие компьютеры, они надеялись, что эти компьютеры будут служить людям долго. Я могу привести пример. Вот есть такой синтезатор, синклавир.
Я думаю, что многие слышали его название. Это что-то типа, ну, в синтезаторном мире это даже не Rolls-Royce, а скорее какой-нибудь там, я не знаю, Pagani или Bugatti. Да, вот, то есть машина стоимостью очень-очень много денег. И до сих пор этот синтезатор, ну, нет такого, наверное, музыканта, который не хотел бы на нем хоть что-то попытаться сделать. Это фактически одна из первых рабочих станций, если не первая вообще рабочая станция, когда внутри одного аппарата можно было сделать все, законченный продукт выдать, скажем так, да, с той стороны. Здесь мысль, а с той стороны музыка вышла, да, готовая там в виде какого-то носителя. По сути своей, этот синклавир представлял собой сугубо компьютер. Там ничего аналогового не было. Более того, там даже не было множественных выходов. Там был один выход, ну там, или два, я не помню, как там было сделано. То есть все, что делалось внутри этой системы. Вот как мы бы сейчас, например, на айфоне сделали в каком-нибудь там редакторе, да, вот, музыку. И вот этот самый синклавир, он был сделан по таким стандартам качества, что до сих пор я вот не слышал, чтобы у кого-то поломался синклавир. Хотя я знаю массу людей, у которых есть синклавир. 2 знаю в нашей стране, у кого есть синклавир. Синклавиры не ломаются. Вот и все.